Здравствуйте, дамы и господа. Я рад вас приветствовать. Ну и в самом начале хочу поблагодарить. Наша маленькая армия набрала 100 человек, 100 подписчиков. Я благодарен каждому из вас. Спасибо, что смотрите. Спасибо за ваши активности. Ну, а сегодня такой необычный для моего канала немножко выпуск. Я решил вам показать вот такую программку. Калькулятор for Mighty Patty. Она предназначена для упрощения вам небольшого просчета вашего роста до небес. Сейчас мы ее с вами быстренько установим. И, соответственно, после этого посмотрим, что же она из себя представляет. Я ее уже у себя один раз использовал. Так. Сейчас мы это сделаем. Запустим Mighty Patty. Потому что там нужно будет, чтобы вы ввели код. Код вам придет на почту. Ну, сейчас я все это покажу. Не думаю, что ролик будет очень сильно длинный, затянутый. Так, по-быренькому просто пробежимся по этой программе. А уже подробно со всеми настройками вы сможете ознакомиться сами. Я вам просто покажу расчет именно по моим картам, по моему золоту, что вообще эта программа из себя представляет. Может быть, кто-то даже ей будет пользоваться, потому что, в принципе, прога неплохая. Конечно, она не идеальная, там у нее много таких мелких косячков, то есть и вам все равно лучше ее использовать просто как шаблон для роста, а там уже сами смотрите по своим возможностям и прочему, чего вы хотите в этом росте добиться, и от этого отталкивайтесь, соответственно. Так, ну а мы заскакиваем в Mighty Patty. Сегодня раздавали наградки. Получил я там Худу и Мисс Лапен. Ну и вот плюс, как обычно, после самого события, когда я уже прошел его, мне выпал легендарный сундук. Так, ну а мы возвращаемся к программе сначала. Вот они нам пишут, что введите свой ID. Так, сейчас перейдем на русский, чтобы было проще. Вот, введите ваш ID. Соответственно, вводим ID. Теперь проверьте вашу игровую почту и введите код. Идем в Mighty Patty. Вот, 5777 наш код. Окей. Идем сюда и вбиваем код 5777. Пишет: подождите, пожалуйста. В этой программке есть еще такой небольшой баг, что если вы увидите, что очень долго идет первая загрузка, закрывайте программу и попробуйте зайти заново. Ну вот сейчас она сработала быстро. Соответственно, вот сама программка. Здесь показаны все ваши карточки. Сначала обычные, потом редкие, соответственно, потом эпические, ну и потом легендарные. Вы всегда можете переключиться спокойно на эти вкладочки. То есть начнем с обычных душ. Что же вообще это из себя представляет? Ну, во-первых, здесь есть инструкция. Давайте я вам ее кратко зачитаю, что данное предложение призвано помочь вам гибко посчитать возможные улучшения ваших карт, а также вы можете просчитать гипотетические улучшения карт вручную, вводя данные о картах. Ваши карты разделены по редкостям. Вначале вы попадаете на экран, где выведены данные о ваших обычных картах. Нажимая стрелочку, как я говорил, вы можете продвигаться к редкости. После экрана с легендарками вы можете произвести расчет возможных улучшений. Перед расчетом необходимо ввести количество имеющегося на данный момент золота и размер активных скидок,
от гильдии, VIP и события кризис, если оно есть. Также, проставляя справа от карты галочку, вы можете настроить индивидуально, нужно ли делать для нее перерождение при расчете, либо нажать на кнопку «Перерождать при расчете», чтобы проставить либо убрать галочки для всех карт этой редкости. В опциях вы можете выбрать для каждой редкости уровень, который должна достичь карта после перерождения, чтобы это перерождение было учтено в расчете. Работает это следующим образом. Тут сами уже прочитайте. Также вы можете отсортировать свои карты по имени, перерождению, уровню. Ниже указаны кнопки и их назначения. Заново получаете, читаете информацию. Необходимо ввести золото, скидки. Начинает расчет, быстрое переключение между аккаунтами, настройки и выход из приложения. Итак, для начала давайте просто попробуем, потому что у меня от гильдии, например, идет 16%. Мы сюда вбиваем 16%. Соответственно, золото у меня на данный момент, я вобью 1 миллион 700, потому что не думаю, что там сильно у меня еще увеличится. Вбиваем 1 миллион 700 тысяч. 1 миллион 700. Соответственно, пробуждать при расчете. Здесь можно выбирать пробуждение, что, допустим, вы хотите ее пробуждение на 21 уровне. У меня немного таких карт, но они есть. Также уровень, который я должна достичь после этого. Это количество душ, которые у меня имеются на каждую эту карточку. Белые мы трогать не будем, пусть они там перерождаются. Здесь также есть пробуждать при расчете. Также есть уровень, на который они должны вернуться. И прочее, и прочее. Викинг, например, у меня может быть 16-11 пробуждение. Так. Я пока ничего менять не буду, хотя здесь тоже можно поставить пробуждать при расчете. И поэтому после этого посмотрим. И здесь давайте поставим пробуждать при расчете. Вводим данные и смотрим, что сейчас нам выдаст. Он считает наши карточки, рассчитывает нам золотишко. И что он мне говорит. Что максимально возможное улучшение количества у меня равно 2600 при тех параметрах, которые я ввел. Для этого мне необходимо 13 миллионов золота. В данный момент я могу улучшить на своем 1 миллион 760 раз карты. Для просмотра подробностей подсчета нажмите на имя героя. Здесь например, дровосек. 15 улучшений мы ему можем сделать. Да, дровосек. Мы на него нажимаем. И что нам пишет? Очень странно. Пишет, что улучшений можно сделать 15. На старте 15 уровень. Все правильно. Я не поставил 21 уровень. Белые карты откидываем. Это мой косяк. Надо было ставить там 21 уровень. Давайте сделаем это. Просто ради интереса. Так, где у нас там дровосек? Дерево. Дровосек. Мы сюда вбиваем 21. И здесь, например, пишем 20. Все. Выставили. Идем опять туда. И опять считаем. Сейчас это все должно уже пройти побыстрее. Посчитал. Сейчас это посчитает. Вы можете просто заморочиться. Видите, какие у вас карты, где можно. Так, ищем дровосека. Где у нас там дровосек? Дровосек. Дровосек у нас белый. Сейчас мы его найдем. Вот дровосек. Опять же странно. Вот здесь уже пишет. Что-то не хочет он на белых сейчас показывать, хотя до этого вообще показывал. Вот такая примерно у вас будет выскакивать штучка. Вот наш берсерк.
соответственно, 8 улучшений, 8 душ останется. То есть мы на старте 10 уровень, 6 пробуждение, улучшим до 11. Это пробуждение 6, это ваше актуальное пробуждение. То есть на 6 я его уже пробуждал. Соответственно, я берсерка догоняю до уровня 11. Здесь вот пишет, сколько душ для этого нужно, сколько золота. После пробуждения на 11 уровень сброшен до 1, и я могу его, допустим, догнать вот до 8 уровня. Итого 12 тысяч золота, 1060 душ. Все просто и понятно. Ничего сложного нету. Также это вот, например, вернемся к эпическим карточкам. Где у нас там эпические? Много у меня редких. Можно не так, можно взять, просто ползунок опустить. Вот, например, сейчас найдем, где вот побольше улучшений, чтобы было наглядно видно. Бамбуковый мастер, боевой ангел. У меня там много было душ одной девочки. Так, ну не говори, что ты еще и зависла. Итак, ребят, Блюстакс глюканул. Прошу прощения. Я вернулся. Вот. По поводу этой программки, то есть, основной плюсик, конечно, то, что вы можете элементарно посмотреть, сколько, например, вам нужно душ и золота на то, чтобы провести это улучшение. Выгодно ли оно вам, не выгодно ли. Ну и прочее, и прочее. То есть сейчас вот найдем, где у меня побольше душ, и там я уже конкретно покажу. Где-то у меня была тут девочка с нормальным количеством душонок. Так. Угу. Я ее не могу найти. Сейчас посмотрим по улучшениям, по количеству. Ну вот, например, рыжая бестия. Вот я ее могу 14 раз улучшить. То есть она у меня на старте 1-го уровня. Вот здесь полностью показано, как она доходит до 6-го. На 6-м мы ее, соответственно, пробуждаем. И вот я еще после этого могу ее догнать до 10-го уровня. Ну там, если перевести синие карточки, вы не забывайте, что здесь это не будет учитываться то, что вы можете эволюционировать карточки, например, догнать ее до 11-го того же уровня. То есть, ну вот в базовом варианте, то есть чисто за ее души, я могу ее вот довести до такого уровня. То есть улучшено до 10-го. За 23 264 золота, 980 душ. Вот такая вот ерундистика. Здесь нормальное улучшение. Вот даже по количеству просто. Хоп, для первого задания, например, нам нужно 10. Ага. Взяли, допустим, лолипоп. Если надо, догнали ее до 10 уровня. И получили свои улучшения. И крылатый рыцарь у меня. Ну, улучшение одно. То есть на старте 10 могу ее, например, улучшить до 11. Пробуждать смысла, соответственно, нету. Так, ага. Вот у меня жонглер пламенем тоже на 11. Пробуждать он его советует, что не стоит пробуждать. Хотя, по идее, 1000 карт есть, то есть пробудить можно и немножко улучшить. Но вот он не советует это делать. Тоже, то есть вы опираетесь на него, как бы, ну, в базовом варианте. Там вот тоже главарь воинов. Вот он. Ну, вот здесь он нормально предлагает, что на 6-м уже есть пробуждение, догнали до 11-го, пробудили и догнали до 10-го. Там опять же можно вот еще пишет, что здесь сколько душ осталось. То есть если здесь надо было 160, там дальше 180, вот у нас 144 есть, синими перекинули и догнали его точно так же до 11 уровня. Ну, по поводу этого, я думаю, вам не стоит уже рассказывать, смысл тут. В общем, вот такая вот программка интересная. Советую ей пользоваться. Именно в базовых расчетах, то есть того, сколько вы сможете примерно чего сделать. Соответственно, это у нас показано вот здесь вот. Я вот сейчас убрал белые карты с синими из этого. Видите, осталось вот 1584 уже улучшения, соответственно, 11 миллионов золота. И вот сейчас я могу улучшить 723 раза. Ну и по легендаркам абсолютно то же самое. То есть, что у меня там есть, кого можно так. Ну, Анок есть, принцесса дракона, вот он предлагает ее просто до 5 уровня довести. 6000 золота, то есть я уже вижу, что потрачу. И 90 душ я за это отдам. Грейс из Рокфлита, то есть могу ее пробудить и довести до 9 уровня. То есть фактически
вернуть один в один. Ну и там эпическими душами, например, докинуть. И точно так же ее улучшить еще. Вот. То есть, ну, я думаю, логика самой программы вам понятна. То есть, поиграйтесь с настройками. Настроек здесь, в принципе, достаточно. Можно на каждую карту выставлять там свое пробуждение, там, свой уровень, до которого вы хотите довести, чтобы при расчетах было видно. То есть здесь, в принципе, можно немножечко ползунками поиграться. Ну, вот такой видосик у меня получился по поводу этой программки. Могу вам ее посоветовать. Рассчитал я вот примерно для себя по росту, что я буду с ней делать, как я буду улучшаться. По белым картам мне там интересно было посмотреть, то есть что у меня будет, что не будет. Поэтому советую, ребят, пользуйтесь, но не используйте ее как прямо эталон для своих улучшений. То есть все равно думайте головой, где-то вы можете и сделать лучше этой программы. Не спешите никуда. Ну и побольше вам изумрудиков на росте желаю. Ну а у меня, в принципе, на этом все. Пока-пока. Пока.